Я сейчас начинаю понимать фанатов, почему 2.2 турбо все многие любят. И в этом видео хочу рассказать, почему ВАГ это топчик, все равно номер один. 90-й год, все электростеклоподъемники, регулировка зеркалами, также электронная. Климат-контроль. Лучший автомобиль 83 года. Впрыск уже электронный, не Jetronic уже. Этот автомобиль, это старичок, который еще молодым даст фору. Всем привет, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о концерне, о котором я могу разговаривать бесконечно. Это, конечно, ВАГ. И в этом видео хочу рассказать, почему ВАГ это топчик, все равно номер один. И развеять миф, поговорить, пофилософствовать на тему, которой многие утверждают, что от Audi 200, как вы поняли по названию, сегодня у нас в гостях, что это внешне измененная сотка, а так ничем не примечательная. Да? Это Audi 200 3B, так что досматривайте это видео до конца, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь обязательно на канал, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь в телегу, там все есть свежие новости, все мои соцсети, все в описании. Погнали! Этот автомобиль, это старичок, который еще молодым даст фору. Audi 200, да, была создана на одной базе с соткой. Внешне отличались фарами, бамперами, но у нас Audi 3B. Это значит, что уже другие бампера, такие как на американце, такие же стоят и на ней. Другие фары. Самое главное, это уже присутствуют арки, потому что на сотке арок не было. Прямо, я не скажу, что уродливо выглядит, но как будто чего-то не хватает. Здесь бананы, конечно, добавляют уже машине мускулистости, деловитости, хорошего внешнего вида такого. Здесь уже законченная картина. Ну и немного по истории. Audi 100 C3 вышла в 83 году и завоевала звание лучшего автомобиля года. Заняла первое место в 1983 году, лучший автомобиль 1983 года. Второе место занял Ford Sierra. На Ford Sierra я рассказывал это. И в то время вот ВАГ решил идти уже по своей концепции в сторону экономичности и технологичности. И, в общем-то, не прогадал. И в 90-е у него не было депрессии, он не потерялся, куда ему дальше идти. Он в 80-е уже избрал свою концепцию, туда и пошел. Лучший аэродинамический коэффициент был у Audi, за счет чего она и выиграла. 0,3 на тот момент. Да, в 84-м вышел уже 124-й Mercedes и уже обошел по этому показателю. Но потом ВАГ снова отыгрался, как обычно это бывает. Но я хочу сказать то, что все равно тенденции, технологии на тот момент у ВАГа были на первом месте. А 200-ка вышла в 1984 году. И с 1984 года компания начала уже устанавливать Quattro. Quattro полный привод, старый, знаменитый, всем знакомый Торсон. И забегая вперед, да, уже с 1984 года у ВАГа начала концепция полноприводности. В том плане, вот B2 Passat тоже с 1984 года стала доступна полноприводная версия. ВАГ уже перешел на полный привод. Это был, конечно, несравненный плюс. Это не S-ки, не RS-ки, простой гражданский автомобиль на полном приводе. И только с турбомотором. Но о моторах и комплектациях потом поговорим. 200-ка отличалась от сотки. Это полным приводом. Потом, конечно же, 2.2 только двигатель здесь устанавливался. Ну и внешностью, что, да, другие бампера, другие фары. Но на нашей 3B-шной, как я уже сказал, уже присутствуют арки. Уже бананы дополняют картину. И самое главное, что для многих важно, это не самая бедная комплектация. Потому что 200-ки уже шли с хорошей комплектацией на тот момент. В отличие от соток, которые были, ну, полностью бедными. Здесь базовая комплектация все равно не бедные на тот момент. Но о комплектациях потом. Самое главное еще по кузову, то, что многие, может быть, и не знают, то, что у автомобиля толще лонжероны, то есть сам каркас кузова и жесткость кузова кручения выше, и двойные стаканы, о которых, может быть, многие и не знают попросту.
сентября 1985 года Audi уже начали выпускать кузова полностью оцинкованными. И вот с 1985 года, сентября, чтобы не ошибиться, лучше с 1986 года, уже и пришла эта знаменитость к соткам, вот к Audi, то, что не гниют, BMW, Mercedes рассыпаются и так далее, а Audi номер один в этой категории, да. И компания дальше начала экспериментировать с кузовами, с алюминиевыми сплавами. И результатом этих экспериментов вышло в 1994 году Audi A8, полностью алюминиевый кузов. Ну, доказательство того, что владелец не жлоб, это вот эти вставочки пластиковые. 180 евро 2 штуки. Вот именно на 3B они шли. Ну, опять же, потому что есть арки. В 1988 году вышел рестайл. Самое главное изменение — это пластиковые плоские эти ручки. Самое главное преимущество. Кажется мелочь, но этот ретро-стиль с теми ручками сразу же ушел. Машина стала выглядеть современней. Ну и самое главное изменение — это в салоне уже другая торпеда, но о салоне потом. Самое главное, что от сотки, 200-ки началась эта тенденция на кузове, как я сказал, аэродинамический коэффициент выше, и была применена система утопленных стекол. Ну, я название вставлю, потому что мне с иностранными не очень. То есть уже не было этих широких рамок дверей со щелями, уже были полностью эффект единого стекла. То есть эти резинки уже нахлестом устанавливались, и в этом плюс с точки зрения аэродинамики и шумоизоляции, нет этих воздушных завихрений. То есть шумка лучше за счет этого стала, но все автопроизводители потом накинулись на это все. Сзади тоже не без изменений. Замок багажника уже перенесли в фонарь. У ВАГа уже тогда появилась мода в фонари ныкать замки багажника, куда бы засунуть его уже. Ну, решили в фонари засовывать. Вот в B4 у меня уже везде уже совали в фонари замки крышки багажника. А здесь уже появилось 4 кольца. Ну, на мой взгляд, так красивее гораздо, да. От сотки еще, ну и многие сейчас на сотки устанавливают эту вот рамку от 200-ки заводскую, где уже нету пустых пространств, уже сплошная рамка. Конечно, добавляют внешнего вида это бампера, потому что они все равно получше на 3B-шной, чем на обычной 200-ке и сотке. И по багажнику, ну, поскольку одинаковая все равно база, то по пространству багажник не больше, чем у сотки. Были аванты, если вам хочется больше чего переводить, и пространство больше в аванте. Ну и завершение истории автомобиля. 200-ок было произведено 95 165, по-моему, штук. В аванте 6153, по-моему. А вот именно 3B-шных было 4667. А в аванте 1616, то есть более редкая машина, эксклюзивная, и она теперь более ценится, именно 3B-шная. По ценам на автомобиле у нас продавалось всего 6 машин. 6 машин в продаже. Самая дешевая — это 1200, но там уже машина ваксой замазана, там даже не баллончиком, а кисточкой замазана. То есть, ну, все. Машина доехала свой век, и пока она не рассыплется, она еще эксплуатируется. Максимальная планка это было 2700. 88 года машина уже на литье, уже 2700 максимальная цена. Эта машина творческая. Она была куплена за 800 тысяч долларов. И самый главный вопрос, сколько в нее вложено, потому что она делалась полностью. Она полностью разбиралась, перекрашивалась, восстанавливался полностью проект. Но сейчас ее цена в районе 7 тысяч долларов со всеми вложениями, с учетом того, что все делать своими руками. Кузов, все разбиралось, машина была разобрана до винтика и собрана обратно, полностью перекрашена, сделана. Ну и делалось для себя. Если уже считать, чтобы это делали люди, то есть полная покраска, разборка, сборка, то смело цену можно уже в 13-14 тысяч долларов оценивать стоимость такого проекта, потому что кузовные работы одни из самых дорогих. Ну, по ходовой спереди Макферсон, как это положено, сзади. На сотках была балка, если передний привод, но у нас 200-ка полноприводная, поэтому многорычажка. И насчет автомобиля, как я уже сказал, почему ВАГ это номер один? Потому что сейчас многие скажут, у Мерседеса в 1977 году на 3-литровом дизеле появилась турбина. Но это были разовые эксперименты, там, это были опытные экземпляры больше, не массовые. А именно ВАГ начал уже турбовать массово свои двигатели. Когда у BMW вплоть до 2008-2009 года на BMW были атмосферные, на М-ках, атмосферные двигатели.
Здесь же машина 1984 года, она уже с 5-цилиндровым двигателем, турбодвигателем, который уже развивал мощность 220 лошадиных сил и имел огромный потенциал для тюнинга. Чтобы вы понимали, для сравнения, в 1982 году вышел тот же B2 Passat, ну он вышел в 1981, но в 1982 вышел турбодизельный Passat в 1982 году. 1.6 турбодизель. И B2 дизельные с 1.6 были 50 на 50. 50% 1.6 атмосфера и половина было уже 1.6 турбо. И ВАК первый стал применять прямой впрыск у дизеля. В 90-м году вышла сотка с 2.5 TDI на 120 сил. В то время как большинство все равно Мерседеса были атмосферными. В начале, в середине 80-х ВАК уже массово турбовал свои автомобили. И в этом он был первый. Он первый начал применять эту концепцию. В 1989 году вышла Audi V8 с атмосферными V8 3.6 и 4.2. На 4-ступенчатом автомате, разумеется, тоже только полный привод. В дальнейшем, в 1994 году, она покинула конвейер, вышла Audi A8. А в 1991 году 200-ки уже покинули конвейер, сошли с производства, уступив V8 место. V8, вот, как я уже сказал, в 1994 уступили А8-ки. Сотка трансформировалась с C3 в C4, дальше в Audi A6 C4. И A6 C4 и Audi A8 были на канале. И на этом история закончилась. Но с другой стороны, мне немного непонятна концепция, зачем нужно было атмосферные двигатели производить, если вот 2.2 обгоняло всех полностью. Вот этот двигатель, атмосферные 3.6 и 4.2. Но все равно это, видимо, была мода у компании соответствовать стандартам, потому что все равно многие люди гнали за объемом, за атмосферниками, и на фоне конкурентов нужен был, я думаю, весь спектр услуг, скажем. Это атмосферная V8, 2.2 турбо, новшество, новизна на тот момент. Но это тоже оправдано, потому что в V8 Audi много своих фанатов было и остается. И потом также А8 тоже были атмосферными с V8. Но S4 и S6 в дальнейшем были от 2.2. Эта концепция продолжалась. Ну и А8 первые перешли потом уже к надуву. Но все равно 2.2 это двигатель с 1984 года имеет богатый уже стаж, опыт и уважение владельцев. Ну и сама внешность машины дорогая. Вот хром, ну вот справа точно такой же слева стоит, синхронно изображенный. 50 евро стоит. Вот это 170 евро. То есть комплект 200-250. То есть и крепится он сразу к кузову. То есть недешево, да, недешево. По тормозам комплект тормозов дисковых 850 евро. Но многие оригинал не ставят, конечно, ставят уже от стоковых, уже более современных Audi. Но вот, тем не менее, такие цены. Сразу двойные стаканы. Распорка на V8 шла в стоке. Здесь она самодельная. По движкам у нас 3B. Чем он отличался от 1B? 1B вышел в 1984 году, там было 2 клапана на цилиндр, то есть 10-клапанник. Здесь 20-клапанник турбо. Чем интересен этот двигатель? Во-первых, впрыск уже электронный, не K-Jetronic, уже нормальный человеческий впрыск, более современный. Дорогие элементы – это проводка на насвечники. $150 стоит только проводка на свечи, она очень дорогая здесь. Турбина с водяным охлаждением. 2 радиатора, основной и вспомогательный, потому что вот двигатель рядная пятерка, двигатель боится перегрева и склонен к перегревам, поэтому охлаждайку нужно заливать не самую дешевую, это соли забудьте, и за радиаторами следите, мойте их, чистите, а лучше замените при покупке, потому что я думаю, вряд ли кто-то будет это делать. Если будете покупать автомобиль именно как игрушку, она достойна вот этого, как машина выходного дня, чтобы погонять. Особенно сейчас актуально, когда вот жара, лето. После того, как вы глушите автомобиль, здесь находится насос, который продолжает гонять охлаждайку, пока не добьется ее низкой температуры необходимой, чтобы не было излишнего нагрева. Также здесь, разумеется, кроме интеркулера, еще радиатор на кондиционер и масляный радиатор. Так как у двигателя потенциал на 1000 сил, то есть его вся техническая часть для этого и предназначена. То есть сразу же стоит с завода масляный радиатор, основной радиатор. Ну и с ними можно экспериментировать, уже поставить больших размеров, поставить больше турбо, уже надувать автомобиль.
И это, честно говоря, конечно же, неплохо, если вы найдете полуживой, еще более-менее нормальный автомобиль для выходного дня, чтобы не покупать уже более современные за 10 и более тысяч долларов. Вакуумник, тормозная система уже от Audi A8 D2. У нас 3B, 2.2, 20 клоп. 220 лошадиных сил при 5900 оборотов, 309 крутящего с 1950, как в принципе у всех. Ну и дизелей тех же TDI-шных тоже с 1950 уже в то время в полный рост уже шел крутящий момент 309, за счет чего все равно турбодвигатели лучше. Да, в атмосфере есть свой кайф там его крутить, но я люблю, когда сразу тяга снизу, когда тебе вжимает сиденье. 81-й поршень, ход его 86,4, степень сжатия 9,3, то есть здесь по-нормальному только 5-й бензин, и 5-й бензин все-таки только и заливается. Разгон до 106,6 секунды, неплохо для тех времен, когда вот атмосферники, тоже можете сказать, что атмосферники в то время там у Mercedes, у BMW тоже так могли. Ну а здесь смешанный расход 10,8, а не 20-25, то что сейчас актуально для теперешнего времени. Расход топлива здесь приемлемый. Сколько расходует именно этот автомобиль, неизвестно. Почему? Потому что это машина выходного дня. Она покупалась для личной коллекции и восстанавливалась, потому что человек фанат своего дела. И здесь заливается полный, либо полбака, и машина просто катается для собственного удовольствия. Поэтому расход, ну, где-то, если ехать на минимальных оборотах, на холостых, ну, где-то 10,8 она и будет есть, да. Если долбить, то 13-15, наверное, это ее максимум, который она покажет. Хотя можно долбить постоянно в отсечку и пробег увеличить. Насчет коробки, здесь только механическая пятиступенчатая коробка передач. Автоматов здесь не было. По ГРМу классика для ВАГа — это ремень и цепь. Цепь на распредвалах, привод от коленвала ременной. И раз 100 тысяч ГРМ нужно менять. Но это регламент. По факту может у вас и больше отходить. Но и опять же, какой фирмы вы поставите. Проблема, как я уже сказал, проводка на свечи $150, и вот проблемы с зажиганием именно возникает. Но свечи зажигания, ну, обычно такие дизельные проблемы, да, сальник там потечет, ну, вот такие вот возрастные именно проблемы. Турбо тоже ресурсом обладает, но все же она не вечная. То есть нет ничего такого, что вот прям плохо, что вот это слабое место, болячка, такого нету. Да, когда-то и опоры двигателя выйдут из строя, ну все, возраст. Самое главное сейчас вообще найти, в принципе, более-менее живой автомобиль, хотя живой сейчас не найти. По сути, все уже уезженные, заезженные. И половине машин все равно тосолы залиты, автомобиль склонен к перегреву, потому что охлаждение — самая главная проблема, слабое его место, за которым нужно следить, и все равно всем пофигу на это. Поэтому этот автомобиль этим еще уникален. Смотришь и наслаждаешься им, потому что реально машина стоящая, интересная, и просто их жалко, потому что в сравнении с современными автомобилями этот старичок еще, как я уже сказал, даст фору молодым. Что 6,6 секунд, да, вы скажете, 6,6 нет, но все равно даже 7-7,5 большинство современных автомобилей такой динамикой не обладает. И расход топлива приемлемый, и технологичность приемлемая для теперешнего времени. То есть все равно взять такой автомобиль даже за 2700, которые сейчас продаются, довести до ума, пускай не в идеал, хотя бы сделать нормальным едущим с поименной ходовой, с обслуженным двигателем, техчастью, вы получите удовольствие, как автомобиль второго дня. А второй пункт удовольствия, который немаловажен, это цена. То, что вы покупаете автомобиль с такой динамикой не за 10-15 тысяч долларов, а до 3. Ну, пускай в 4 он вам выйдет. Тоже неплохой проект. Идея для проекта очень даже ничего. Ну что по салону? Как я уже сказал, 200-ки от сотки отличались. Это богатой комплектацией. Поэтому здесь все электростеклоподъемники, 90-й год, все электростеклоподъемники, регулировка зеркалами, также электронная. Климат-контроль, подогревы сидений, подогрев заднего стекла, АБС, конечно же, есть. Также включение блокировки заднего дифференциала. Как я уже упомянул, в 1988 году был произведен рестайл. Уже вот эта более современная торпеда, широкая приборка со всеми этими индикаторами, которые уже потом даже в А6 C4 еще присутствовал. Вот это сам интерьер более крутой, современный.
в Доресте, как сразу ретро ощущение ретро-автомобиля. Здесь тоже понимаю, что автомобиль далеко не новый, но все равно выглядит все это посовременнее, ребят. Чем там в Доресте был этот узкий тоннель, все это крутелки эти, все узко, мелко, так максимально это пространство было использовано, обдувы, здесь уже 3 обдува, уже так более чувство объемности такой, уже более гармонично это все выглядит. Ну, конечно же, мягкие материалы, как обычно принято говорить, раньше умели делать, да. Дерево тоже добавляет козырности этому всему. Самое главное, кожаный салон, но все равно я рекомендую установить накидки, как я сделал на своей машине. Подлокотник регулируемый, все можно под себя настроить. Все это, конечно же, неплохо. Есть круиз, что для меня немаловажно, и то, что я часто забываю, это люк. Перешит потолок, серый цвет, так все свежо, классно, круто, это более все выглядит. Все равно вот садишься в старую машину, ну что тут, ну старая машина, что от нее хотеть, мол, там второй гольф, да, типа круто считался там, но это уже старая хламина. Здесь такое ощущение нету, потому что садишься, да, это не та машина, которая сейчас в объявлениях на продажах стоит, что затерты эти велюровые сиденья, порванные, там накидки, чехлы накинуты, чтобы не было видно, что это все порвано, все раздолбано, пластмассок не хватает, где-то даже, вот я не знаю, как и чем это нужно было делать, же у некоторых торпеды порезанные, тут порезанные, я не знаю, что это нужно было делать. И ощущения от автомобиля другие. И этот старичок, он отвечает современным стандартам, потому что спорная ситуация. Все равно многие сейчас любят механику, потому что боятся автоматов. Вот, к примеру, опять же, мы про ВАК все равно говорим. Что, начну сейчас хаять, что ты спрыгиваешь с темы, хочу все равно отвлечься. Вот моя машина B6 Passat, кто не знает, 2.0 TDI, CBAP, монрейловский дизель. 9 год. И я купил 6-ступенчатой механикой. И вот было много споров. Я говорил, что я опасаюсь DSG все равно в то время, когда я покупал. Но хотя DSG уже был готов купить все равно уже. И на Супербе втором я рассказывал, что уже многие наловчились, и многие DSG просто обожают. Но есть, ребята, такой факт, как возраст, который не может не сказаться как на человеке, так и на технике. Все равно есть форумы, где B6 такие же, как у меня, коммонрейловский дизель, то недавно парень тоже писал. Есть у кого знакомые, 6-ступенчатая мокрая, DQ250 мокрая, надежная, не DQ200 тех лет, 8-9 год, от которой все с ума сходили, ой, ну ее нафиг, а надежная DQ250, но у автомобиля уже пробег за 300, все, 5-я передача там уже дает глюки, уже в аварийку падает, уже эта машина так не разгоняется, все равно в коробку нужно лезть, потому что возраст и пробег, и от этого никуда не деться. Я к тому, что механика все равно надежнее, поэтому актуальнее, когда автомобиль новый, хочется максимального фарша, когда автомобиль уже в годах, но нет возможности, и либо вы не считаете рациональным продавать и покупать новый, то хочется больше надежности от автомобиля. То есть с автоматом все равно придется возиться. А особенно то, что автоматы старые, 4-ступенчатые, они все равно тупят. То есть механика здесь это плюс. Есть круиз, есть климат-контроль, все электростеклоподъемники. И в принципе ничего не надо уже. Обогревы сидений есть. То есть уже, несмотря на то, что 32-летний возраст автомобиля, автомобиль соответствует многим стандартам. Да, нету парктроников, там помощи при парковке, но минимально необходимые вещи здесь присутствуют. Что, конечно, не может не радовать. Самое главное, это наследие. Оригинальная книжка. Все тут на немецком по обслуживанию автомобиля. По сотке еще осталось. Такое все равно. А сзади очень мягкий, удобный диван. На подлокотнике тоже не сэкономили, тоже очень мягкий и не короткий этот огрызок, а полноценный нормальный подлокотник. Комфортно здесь расположился, обзор отличный. Есть заводские шторки. По пространству для водителя еще место есть, можете сами видеть. Есть обдувы задних пассажиров, пепельница-прикуриватель. Все. Но здесь не такое богатое оснащение, долго здесь говорить не получится. По пространству место есть, я не в тесноте, до переднего сидения еще места достаточно, над головой место тоже есть. Как я в многих автомобилях говорил, где люк, потолок ниже, соответственно, меньше пространства. Ну, головой я не упираюсь, но если уже выровняться прям ровно, то начинает уже расчесывать подъезжа.
Плюс того, что есть шторки. Как сейчас вот жаркая погода, солнце светит, на заднее ветровое стекло, на боковые можно шторки опустить, не так будет жарить салон. И вы не будете прилипать к своим кожаным крутым сиденьям. Да, по качеству отделки, конечно, материал очень хороший, нигде нету ни скрипов, ни сверчков, все равно вот, да, сделан на совесть, как принято говорить, старые автомобили. Интересное звучание все равно двигатель, турбодвигатель все равно звучит по-своему. Стандартный автомобиль, комфортный. То есть ничего не говорит, что здесь 220 сил, что он какой-то уже с закосами под спорт. Хотя это не спорт автомобиль, это не S-ка, не RS-ка. Это повседневный седан, турбовый на полном приводе. Просто это было очень хороший плюс, новшество для своего времени. Автомобиль даже обгонял требования времени и моду на тот момент, за счет чего он и стал популярен и очень интересен. Появились у него свои фанаты. Ну, конечно, вот при легком нажатии, вот даже на третьей передаче, сразу в 3000 до 60 км в час. А самое главное, расход, ребят, что немаловажно, когда сейчас едва ли не каждый день топливо дорожает. Поэтому ВАГ все равно приятно. 80-е уже тогда заботился, чтобы мы уже в 2022 ездили с экономией. Они крутили бензиновые атмосферники с расходом 20+. Она просто раскручивается. На второй до 50 подкинул. Но пока комфортно едем, посмотрим так в более жестком режиме потом. Но удобное сиденье, Recaro с боковой поддержкой. Вот классно здесь сидеть, удобно. Посадка отличная. Мягкое кресло. Двигатель нормально раскручивается, подкидывает. И с машины все засматриваются на нее. В принципе, что еще хотеть? И автомобиль не 10, не 20 тысяч долларов стоит, а дешевле. Хотя многие могут не понимать, что у вас за двигатель здесь стоит. И все так смотрят на косу, и что за идиот сидит, сам с собой разговаривает. Всем смешно сразу становится, что за ерунда происходит. Все косятся, что за придурок. Едет, сам с собой разговаривает, блин. В 3000 спокойно ложит, 3-3,5. Не очень удобно здесь гнать, потому что камеры стоят. Больше 60 мы, конечно, не поедем. Но до 60 разгоняться тоже одно удовольствие, ребят. То есть, если взять в расчет динамику и расход топлива, вот я недавно снимал Аккорд 8. Там 201, по-моему, да, 201 лошадиная сила. И Супер 2, если взять, с 1.8 на DSG, что я снимал. Но Супер 2 на механике будет есть 12 литров. Столько же ест и Аккорд. И эта машина столько же примерно расходует. То есть, несмотря на то, что разница между ними там в 20 лет, то машина все равно еще соответствует стандартам. По шумоизоляции вот я не слышу сейчас, кто-то кому-то сигналил так, ну, нормальная по шумке. Я не расслышал такого же отчетливого звука сигнала. То есть шумка здесь нормальная, все равно многим фору даст современным, да, тоже. Но своего класса автомобиля, конечно, она не обойдет, потому что все равно шумка получше более современных автомобилей. По качеству отделки салона, да, она превзойдет более современные, там, к примеру, более здесь качественные материалы, но в плане шумоизоляции, она, конечно же, уступит. По ходу, по поведению, да, хорошая устойчивость у машины, но нету такого, как у более современных, что ты ощущаешь впечатление, как будто ты полностью машина опущена, как будто на пневме очень низко сидишь, и машина как будто прилипла к асфальту. Такого эффекта утюга нету, как будто вот машина, ну, летит вперед. И-то летит, но вот как А6C6 поехала, тоже такая же была. Там уже эффект такого утюга, что машина уже прилипла к дороге и идет по полотну вот так вот. Здесь такого нету, машина более свободная, морально и физически. Как я снимал Audi A6C6, BMW E61, да, они доведены до идеального классного состояния, но бюджет там у А6 там около 17 тысяч долларов. Е61 там чипанули, тоже она в классном состоянии машина, но она уже
ее бюджет составляет 20-21 тысячу долларов. Да, классно на машине гнать, она классно едет, все идеально, ничего не надо делать, ничего менять, но 20 кусков, ребята, 20 кусков. Здесь за 4 можно получить, да, не ураганную динамику, но 6,6. Ну, конечно, сейчас уже 6,6 не будет с возрастом, пробегом, но около 7 можно получить динамику. Спокойно автомобиль кладет, в 3-4 крутит, за 120, 130, 140. Чем больше обороты и выше стрелка спидометра, тем быстрее она ложится дальше. То есть с 4 до 120 она набрала медленнее, чем от 120 до 160. Очень спокойно, автомобиль непринужденно разгоняется, он так очень интересно. Я, честно говоря, не ожидал, я думал, будет похуже. Третья передача, 65, 2800. Пять 500, 6, 7000 оборотов, уже за 7, 160, в отсечку уперлись. Но вот этот турбодвигатель очень хорош. Я сейчас начинаю понимать фанатов, почему 2.2 турбо все многие любят. Машина очень комфортная по городу, благодаря своей ходовой. Все равно сзади многорычажка, не балка, она хорошо по ямам перекатывается. Удобная посадка, подлокотник, все четенько. Не, это классная машина, это супер машина. 7000 оборотов, 155, третья передача. Тут дальше третьей ехать не надо, она и так дубасит. Да зачем четвертая? Она на третьей хорошо идет. Четвертая еще веселее пойдет. Ну да, веселее, веселее. Под 180 уже дает. 5800, там 108, за 180 уже стрелка пошла. Блин, ну веселая машина. Очень интересный, амбициозный автомобиль в плане выходного дня. За этот бюджет, если найти, ну, я думаю, вы не пожалеете. Очень интересная машина. И принужденно в 3-4 тысячи крутит сразу на подхвате. Вот, как все говорят, BMW провоцирует на агрессивную езду. Ну, и ездил я на BMW, что-то она меня не провоцирует. Это больше меня провоцирует. Я чуть-чуть на педаль нажимаю, она уже в 3-3200 выкручивает, я уже сразу по инерции уже не то, что хочется, не хочется, рука сама уже третью включает и начинает рвать, я топлю педаль в топку, я просто кайфую от этой езды. Вот. Что-то BMW меня вообще не провоцирует, в сравнении с ней, вот это провоцирует на агрессивную езду. Ну вот, 60 по городу, тихо, комфортно абсолютно. Тут двойное ощущение, ребята. Вот если ехать вот сейчас в потоке, по правилам 40-60, как положено, едешь, то да, там уже может руль не такой четкий, уже не такой острое рулевое управление, уже к этому там тормоза не такие, может, четкие, как у более современных вагов, там шумоизоляция уже не та, там потише у современных. Но когда начинаешь вот это вот, сразу все недостатки как рукой снимает, ты понимаешь, для чего нужна эта машина. Это машина выходного дня, чтобы выехать, кайфануть, вот, погонять. Не обязательно с кем-то гоняться, просто для души погонять. Вот в 200, как 180-200 я сейчас выкрутил, весело, классно, и все, и про все забыл. И ничего больше не нужно. Вот для этого машина-то и создана. Сейчас ребята ехали и офигевали. Это уже те, кто в правой полосе ехали, как я сейчас долбил. Ну, спасибо одному парню, перестроился с левой полосы в правую, и я уже в зеркало засек, как он высматривает эту машину. Он понял, что тут нифига не 1.8, не 2.0, как многие сотки покупают и сотки переделывают под 200. Но если понимаешь, ты, наверное, понял по аркам, что это 3B. Ну, классная машина просто. Я ездил на 8.4.0 TFSI, Twin Turbo, 435 лошадиных сил, 4.5 до 100, а то с лаунча она и быстрее едет. Но сколько эта машина стоит? Это современный автомобиль. А это сколько стоит? И какие она трюки исполняет? Ну что в итоге? Машина очень классная, интересная. Самое главное, что она в заботливых руках, поэтому она сейчас в таком состоянии. Да, многие уже убитые трупы стоят.
Если так детально к вопросу не подходить, то есть перекрашено там не очень качественно, где-то коррозию погонять может. Самое главное, чтобы машина ударена не была, чтобы не была нарушена геометрия кузова. И купить ее, все равно здесь завода турбовый двигатель, здесь нету наворота. Все равно многие боятся переделанные автомобили, где снимают родной двигатель, ставят двигатель более новый. Ну, как вот ввиду разговор, как было Audi A8 D3 с 1.9, и D2 была с 1.9. Многие, вот Audi 100, кстати, продавалась C3 88 года с 1.9, и я 188 1.9 PD с 30-сильной чипованной. И вот многие боятся таких машин, потому что неизвестно, что там наворотили с электрикой. И кто это делал, и как это делал. Что вам не выхватить геморрой. Здесь же с завода турбодвигатель с потрясающей динамикой, с оптимальным расходом топлива. И самое главное, недорогой. Потому что сейчас машины, которые едут 6,6, 7, то они стоят уже десятку. Здесь можно найти машины за 3-4 тысячи долларов. И вы получите очень хороший автомобиль выходного дня для того, чтобы погонять. Многие сейчас будут спорить, разумеется, насчет Мерседеса и BMW, что атмосферники, они тоже обладают хорошей динамикой, но все равно они больше жрут, ребята. И все равно турбо кватро — это совсем другие ощущения, чем задний привод на атмосфере. Но надо сесть и попробовать. И те достойны уважения. Все автомобили достойны уважения — это слоган моего канала. Но я все равно больше люблю турбо и ваги, как вы уже знаете. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь, друзья. Нажимайте обязательно колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Счастливо!